Да, ваши глаза вам не врут, это Loft Project. Этот проект о том, как создать стиль лофт в однокомнатной квартире. Я знаю, как долго вы этого ждали, да я и сама уже соскучилась. Но для тех, кто не в курсе, чего мы тут сопли развели, то советую кликнуть на эту подсказку сверху, чтобы посмотреть предыдущие выпуски. В этом выпуске мы будем готовиться к Новому году и оформим пространство в стиле лофт. Сделаем елку, покрасим стену, и у нас получится что-то вроде уютного уголка а-ля фотозона. Сразу предупреждаю, что это только первый вариант декора комнаты к Новому году. Для любителей всего яркого у меня будет отдельный выпуск. Ну что ж, давайте начинать перемены. Поехали! Сейчас сделаю небольшой экскурс по комнате. Покажу, какие произошли изменения за этот год. Я, по-моему, год назад уже как не снимала Loft Project, поэтому пойдемте покажу. Как вы могли заметить, моя стена превратилась в пончик, как говорит моя племянница. Это было сделано с помощью обычного скотча, изоленты цветной. Я это сделала специально для съемок, чтобы был красивый фон, но сегодня мы от него избавимся. Ну и, собственно, главная новость этой комнаты. У нас нет палеты, нам пришлось от нее избавиться. Иногда для съемок я раскидываю здесь подушки, бросаю плед и снимаю прямо здесь. И в этом выпуске мы преобразим эту область, подготовим ее к Новому году. Пространство для съемок заметно увеличилось. Именно потому, что сейчас мы спим на диване. Вот именно на этом диване мы сейчас спим. Тут достаточно мягкий матрас, на палете нам спать было гораздо комфортнее, несмотря на все ваши «там же твердо, там же неудобно». Нам было очень удобно, расставаться с палетой было крайне тяжело, но прошу любить и жаловать наш диван. Благодаря этому пространство в комнате стало гораздо больше. Ну вот, в принципе, и все, никаких грандиозных перемен без вас не происходило. Ну что ж, мне не терпится начать, поехали! Итак, первое, с чего мы начнем, так это то, с чем мы знакомы уже очень давно, с палетой. Избавьтесь от пыли и прочих соринок. И теперь беремся за морилку. Да, мы будем снова это делать. У меня морилка в оттенке дуб. На самом деле не важно, какого она оттенка, главное, чтобы она была темной, но не черной. Распределите морилку по всей поверхности палеты. Наносить можно кистью, но я воспользовалась обычной губкой. И, кстати, не забудьте про перчатки. Я весь маникюр испортила. Ну вот мы и закончили, оставьте высыхать палету на пару часов. При этом откройте везде окна, проветрите помещение. После высыхания натрите палету воском. В данном случае обычная свечка. У этой доски ярко выраженная текстура. Если ваша доска более ровная, то натрите воском уголки и края. Затем берем краску. У меня белая эмаль, полуматовая, акриловая. Распределяем ее по всей поверхности палеты. Нужно закрасить абсолютно все. Я положила краску в 2 слоя. Одного было недостаточно. Было видно разводы. И теперь самое главное, нужно оставить палету до полного высыхания. У меня ушло на это примерно часа 2. Ну а пока палета высыхает, мы приступим к стене. Не забудьте про палету, мы еще к ней вернемся. Вы помните этот декор на стене? Как же давно я мечтала от него избавиться. Ну надоел. Теперь я с уверенностью могу дать вам совет, что не стоит клеить на стену двусторонний скотч и изоленту. И вообще все, что имеет клейкую основу. От них остаются следы. Поэтому наконец-то настало время все это отклеить и покрасить стену. А на этом кадре я делаю снежного ангела. Со мной все в порядке. Но прежде чем мы будем ее красить, необходимо немного зашкурить наждачкой. Я это делала только в тех местах, где были остатки клея. После того, как вы покончили с наждачкой, приступаем к разметке. В описании под видео я вам оставлю картинку, которую я нарисовала буквально на коленке. Будем рисовать горы. Для покраски стен я тоже купила эмаль. Она акриловая на водной основе. Эта стена с размерами 5 метров в длину и 2,60 в высоту. Поэтому я взяла 2 литра белой краски и 1 литр черной. Ее мне хватило с лихвой и осталось где-то еще половина. Действуем по такому принципу. В белую краску немного вливаем черного цвета. Получился светло-серый. И ею закрашиваем верхнюю часть стены вплоть до галтели. Я воспользовалась валиком, но это оказалось супер неудобно, поэтому вы можете красить широкой кистью. Не переживайте за разводы, они будут только на первом слое, на втором слое они исчезнут.
поэтому не паникуйте, дождитесь высыхания первого слоя и приступайте ко второму. Затем в бочонок со светло-серой краской добавляем еще немного черной. Получился тон потемнее. Ну, в общем, вы поняли, мы добиваемся градиента. Переход от светло к серому к темно-серому. На предпоследнем слое на горах рисуем маленькие елочки. Я воспользовалась обычной художественной кистью. После того, как светлые елочки нарисованы, замешиваем темно-темно-серый цвет. Закрашиваем всю нижнюю часть стены вплоть до пола и завершаем большими темно-серыми елями. Надеюсь, вы не забыли про нашу палету, она уже полностью высохла. Вы помните, что мы натирали ее воском? Так вот, возьмите шпатель и с его помощью поскребите краску. Она с легкостью удалится. Таким образом, у нас получился эффект состаривания. Что-то вроде в стиле рустик, грубый и немного деревенский стиль. Ну а теперь, думаю, пора приступить к аксессуарам. Будем шить подушку. Для этого я взяла ткань мешковину. Понятное дело, что такая подушка будет не для сна, а только для декора. Я сложила ткань вдвое и вырезала квадрат 50 на 50. Затем взяла ту же самую эмаль строительную. В данном случае не обязательно брать краску по ткани. И обычной художественной кистью я написала «Baby, it's cold outside». Для меня эта фраза навевает новогоднее настроение. После того, как краска подсохла, выворачиваем ткань изнаночной стороной вверх и прошиваем бока. Вы можете сделать это на швейной машинке, либо проклеить горячим клеем. Один край подушки оставьте свободным. Выворачиваем подушку обратно лицевой стороной вверх, засовываем в наволочку подушку, либо набиваем ее синтепоном. И теперь свободный край подшиваем вручную, при этом завернув некрасивые края вовнутрь. И вот и все, наша подушка готова. Для стиля лофт характерны картины, которые стоят на полу, а не висят на стене. И, как правило, они огромных размеров. Мне это очень нравится, поэтому я взяла огроменный лист фанеры и покрыла его черной акриловой краской. Так как поверхность из дерева и сама по себе она шершавая, поэтому тут не обязательно заготавливать именно грифельную краску. Даже при таких условиях мел будет хорошо писать. Пора дождаться полного высыхания и можно приступать к росписи. Вы можете сделать какой-нибудь меловой леттеринг. Ссылочку на то, как можно рисовать мелом на доске, вы можете найти в правом верхнем углу. В данном случае мел выступает в качестве разметки. Это новогодний декор, мне хочется чего-нибудь яркого, поэтому работать я буду с краской. Ну и чтобы ничего не накосячить, я воспользовалась мелом. После того, как вы удостоверились в своем рисунке, все в порядке, можете приступать к краске. Я взяла золотую краску из строительного магазина. Вы можете найти такую в художественном. После того, как краска высохла, можете протереть доску тряпкой и удалить весь мел с поверхности. И вуаля, все готово! Ну и какой же новогодний лофт-декор без оригинальной елки? Я думаю, что в будущем я все-таки откажусь от традиционных искусственных елок. Лучше я буду делать каждый Новый год новую елку. Я взяла пробковую доску для заметок, она стоила совсем недорого, но вы можете взять картон, фанеру или ДВП. Делаем разметку, намечаем центр, снизу отмеряем примерно 20 см для ножки и проводим линии, которые образуют треугольник. Этот треугольник мы делим на 3 ровные части. Отмечаем небольшие выступы длиной примерно 3-4 см и от них проводим линию вплоть до верхушки. Аналогично со второй меткой. Таким образом у нас получилась елочка, ее необходимо вырезать с помощью канцелярского ножа. И вуаля, наша елочка готова. Кстати, вторая вырезанная часть тоже может послужить для вас декором. Теперь необходимо сделать подставку, в которой будет стоять елка. Для этого я взяла небольшую коробку из-под обуви. Прямо по центру крышки коробки отмечаем длину и ширину елки. Намеченное вырезаем канцелярским ножом. Должна получиться узкая прорезь. Проверьте, входит ли ель в отверстие. Все супер. Значит, пора ее красить. Я поставила коробку в более большую коробку, чтобы ничего не запачкать, и покрыла ее хромированной золотой краской.
с баллончиком. И вот и все. Наша елка стоит, все выглядит презентабельно. Для большей устойчивости и утяжеления коробки вы можете засыпать прямо в коробку какую-нибудь крупу, к примеру, рис или гречку. Надеюсь, вам понравился мой новогодний подарок для вас. Я очень рада изменениям. Поддержите меня лайком за старание и подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм Fancy Something. У меня заготовлен огромный список стильных новогодних идей, поэтому ничего не пропустите. Оставьте хэштег «Ждун» в комментариях, посмотрим, сколько вас. Ну а я всех очень сильно люблю, всех целую, всем пока! Missing someone